Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку знаменитый норвежский торт, который в переводе с норвежского дословно называется «Самый лучший торт в мире» или торт Квефьорд. Торт этот очень необычный. Коржи, очень напоминающие такие нежные, песочные. На них выпекается меренга верхним слоем, таким тоненьким получается, с очень нежным пудинговым кремом. Здесь у меня будет крем-дипломат без яиц. То есть вот это сочетание, миндальные лепестки, сочетание вкусов здесь очень сбалансированное. Итак, приготовим крем. Здесь 350 мл молока, довожу сейчас до кипения. 90 грамм сахара. Туда же я отправляю 8 грамм ванильного сахара. Можете брать ванильный экстракт. 40 грамм кукурузного крахмала. Все это просто перемешиваю с сахаром, чтобы комочков не образовывалось в креме. 150 мл молока. Туда же я отправляю всю крахмальную смесь. Хорошо все это перемешиваю, чтобы не было комочков. И иду сейчас на плиту уваривать всю эту заварную основу. Итак, молоко уже практически у меня закипело. Я туда выливаю всю крахмальную смесь при непрерывном помешивании в центре ковшика сейчас. Я довожу эту смесь до кипения в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании на умеренном огне. Итак, как только смесь начала закипать, появятся вот такие пузыри, провариваем еще примерно 20-30 секунд и снимаем уже смесь с огня. Она готова. Я добавляю туда также сейчас 50 грамм сливочного масла. Все это активно перемешиваю, чтобы масло полностью растворилось. Буду охлаждать эту заварную основу до очень холодного состояния, то есть до температуры, по сути, сливок, с которыми мы потом будем соединять эту заварную основу. То есть она должна быть не комнатной температуры, а именно холодной, когда мы ее уже будем соединять со сливками, чтобы крем-дипломат вот такой вот у меня будет без яиц, в конечном итоге вот такой пудинговый крем, чтобы он не расслаивался. Это очень частая ошибка, именно что он расслаивается, потому что не до конца остудили заварную основу. Итак, теперь будем готовить коржи. Здесь 150 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю примерно 4 минуты, не меньше, чтобы масло стало пышным и увеличилось в объеме. И оно так побелеет хорошо. Туда же я отправляю пакетик ванильного сахара и 120 грамм сахарной пудры. Порциями я ввожу. И взбиваю сейчас все это до однородности. То есть долго здесь я уже не взбиваю. Где-то минуту точно, чтобы просто все эти массы объединились. Также я добавляю туда щепотку соли. Это нужно сделать обязательно, чтобы вкусы эти все были сбалансированными. Сюда я добавляю 5 желтков от крупных яиц. Именно крупные здесь нужно брать яйца. Порциями добавляю, не сразу все, можно по одному, но я вот сразу по 2, по 3 добавляю желтка. И все это активно сейчас взбиваю до однородности. Просто чтобы вся эта масса объединилась. Пышная будет такая масса красивая. Также я туда сейчас добавляю 50 мл молока комнатной температуры. Это примерно 6 столовых ложек. И сейчас мне придется еще туда добавить после введения муки. Муки 150 грамм я туда просеиваю. И также я туда просеиваю 4 грамма разрыхлителя. Это 1 чайная ложка. С такой небольшой горкой. Все это сейчас просто взбиваю до однородности. Долго ничего не взбиваю, просто перемешиваю. Масса, видите, уже хорошая, но она еще достаточно такая плотная. Я добавляю туда еще 2 столовых ложки молока. И все это теперь взбиваю до однородности. Это я добавила, потому что вот вес яиц здесь всегда разнится. Вот такая масса слегка подвижная должна у нас получиться в итоге. Такое тесто, чтобы оно хорошо наносилось на пергамент.
Противень у меня здесь большой, 42 на 32 сантиметра. Я делаю вот такую окантовку и начинаю из кондитерского мешка, мне просто так удобнее, наносить тесто на противень. Вы же можете это просто ложкой даже делать, шпателем, что у вас есть под рукой. Разравниваю сейчас все это и отставляю пока в сторону. Ничего с ним не случится. Духовка у меня уже разогревается на 170 градусов Цельсия. Отставляю пока в сторону. Здесь 5 белков, которые остались от тех желтков. Белки крупные. Вес у них примерно составляет около 170 грамм. 8 грамм ванильного сахара и щепотку соли добавляю. Взбиваю сейчас до пивной пены. И добавляю туда 170 грамм сахара. И взбивать я буду примерно 7-8 минут эту меренгу. Миксер у меня здесь очень слабенький. 240 ватт. Может быть, у вас, если такой мощный планетарный миксер, достаточно будет 5 минут. Меренга эта не будет так держать форму, как на белковый заварной крем. Здесь этого и не нужно. Это просто такая прослоечка. Она такие подрагивающие пики имеет. То есть, как безе ее выпекать нельзя, сразу говорю. Высушивать ее как безе не получится, потому что здесь недостаточно сахара. На безе нужно вдвое больше сахара от количества белков. Итак, сейчас перекладываю тоже в кондитерский мешок и наношу уже на тесто эту меренгу. Я это делаю также из кондитерского мешка, потому что мне так удобней. Вы же можете и ложками выкладывать, и шпателем, и просто обычной силиконовой лопаткой. Сейчас разравниваю всю меренгу и посыпаю здесь миндальными лепестками. 100 грамм здесь миндаля. Вы можете брать любой орех, очень вкусный, с фундуком будет, и с грецким, естественно, орехом. Но в классическом рецепте идет миндаль. Выпекаю сейчас при температуре 170 градусов Цельсия на втором уровне снизу духовки 30 минут. Корж у меня испекся, прошло полчаса. Вот так он выглядит. Сейчас полностью даю ему остыть, а в это время я завершаю приготовление крема. Здесь 200 мл сливок, очень холодных сливок, 8 грамм ванильного сахара. Я все это взбиваю просто до устойчивых пиков. Сливки не менее 30% жирности должны быть. Здесь я перекладываю в широкую емкость, просто чтобы мне удобнее было перемешивать сливки с заварной основой. Заварная основа очень холодная у меня из холодильника, то есть она должна иметь такую же температуру, как и сливки. Очень аккуратно вмешиваю сейчас лопаткой и потом прохожу также вот таким вот обычным венчиком для соединения. Это начиночный крем, сразу говорю. Это крем «Дипломат без яиц». Его подробный рецепт есть на моем канале. Сейчас обрезаю эти коржи, чтобы они у меня были ровные. Коржи большие получаются. Размер у них листа А4 у этих коржей. И выкладываю весь крем на середину первого коржа. Этот торт, он никак не украшен. То есть вот как он идет, так и его используют. Буквально на 2 часа сейчас убираю в холодильник, чтобы он у меня стабилизировался. Его можно, конечно же, и в круглых формах выпекать. Он необыкновенно вкусный, он тает во рту. Из него также можно собрать торт под украшение, либо кремом, либо мастикой. Это торт ни на что не похожий. Чем-то он мне напоминает немецкий знаменитый торт Bienenstich, укус пчелы. Но сам по себе он, конечно же, очень необычный, этот торт. 2 часа у меня прошло после холодильника. Нарезается он уже прекрасно. Он очень нежный, этот торт. Чем дольше он в холодильнике у вас проведет, тем лучше он будет нарезаться. Он очень хорошо надламывается вилкой и необыкновенно вкусный.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.